Всем привет! В общем, приехал я сегодня в бокс заниматься грантой, точнее передней частью ее. Там в таймлапсе видели путем гидравлики и нехитрых действий я подтянул телевизор. Все, сейчас только осталось в порядок немножко привести, постукать. Я через деревяшечку все постучал. Да, хотя здесь все равно краска слезла. Так что это все, и эта сторона. Все четко. Размер поставил диагональку 102,51 до этого отверстия. В общем, размеры в голове. Помню еще от дилера, какие размеры были. Так, в общем, телевизор стоит на месте. Сейчас вот эти места, видите, сильно скомканные остались. Значит, что хочу делать? Отстрелить вот эту стоечку. Здесь что-то точек 8, здесь 2, здесь 4. Там аналогичная ситуация. И вот эту переднюю часть постучать нормально. Ну и вварить, естественно, их назад. Потому что так поправить их не удастся, я уже пробовал. Вот так, собственно говоря, все, телевизор на месте. Снизу посмотрел, там все ровно оказалось. Поэтому менять его не будем, точно. Эти петли новые. Попросим, чтобы нам, раз телевизор менять не стали, пусть нам лучше купят петли. Так мы точно будем знать, что у нас это на месте все. Потому что капот у нас, помните, он сильно страшный. Так что такой денек. Сегодня ехал на работу опять мимо той заправки. Интересно, проезжаю, и там бензин 40-90. Все потихонечку они добавляют. Да, жалко, конечно, ну ладно. Так, ладно. Сейчас отсверлю стоечки, постучу их и на место варим. Да, и будем завтра с утра звонить клиенту, пусть нам быстрее запчасти, потому что у нас уже на подходе следующий автомобиль. На этот автомобиль у нас и так что-то 2 дня ушло. Ну, в принципе, это не так много. Тем более мы еще и не торопимся. Но я думаю, что с грантой проблем не будет. Запчасти на нее есть. То есть бампера, фары и реплика есть, и оригинальные есть. Ну, я так думаю, что будет, наверное, скорее всего, реплика какая-то. Единственное, только под вопросом вот радиатор. Основной радиатор. Он у них тут идет с коробкой передач. Коробка на автомате. Гранта на автомате. Не знаю, будет такой радиатор. Проблем будет его достать или нет. Я думаю, что нет. Так что ладно, погнали отсверливать, брякать стоечки и заваривать на место. У нас сегодня вот эта задача привести в порядок, чтобы у нас осталась одна сборка. Да, еще, кстати, наверное, поправим этот под петлями площадки, наверное. Вот пока старые петли стоят. Так что так, ладно, погнали. Получилось норм вообще. Вверх телевизора тоже постучал. Все как нужно его поставил. Там тоже. Площадочки, петли открутил. Площадки тут под петли тоже загнуты. Я их тоже постучал. Так что сейчас вот эти стоечки мы правим, назад их вариваем. Вот и телевизор получился. Здесь тоже так же.
все, вот такой ремонтик нехитрый. Нормально, я считаю, можно не менять для машины этого года. Она уже достаточно такая старенькая. Ну, сейчас посмотрим, что за год у нее. 12-й год. За глаза. Я считаю, можно не менять. Не такое уж серьезное повреждение было, поэтому я думаю, нормально. Стоечки сейчас назад варим. Раз он сказал, приедет краситься, мы сейчас грунтом покроем все. Приедет. Наше дело сделать, да все. Как считаете, такой телевизор можно оставить на машине или нет? Пишите под комментарием, под видео. Я считаю, нормально. Или все-таки нужно было поменять? Так, ладно, сейчас стоечки надо отбарабанить и вварить еще их назад. И на сегодня будет все. А завтра будем ждать запчасти, когда нам привезут, чтобы собирать. А капот будем править уже на машине. Соберем все, поставим и на машине будем разгибать его капот, потому что он тоже нам придется попотеть. Он 2 тычка там небольших, но на самом деле, если по всей плоскости присмотреться капота, вот сейчас смотрите, он оттаял. Видите, он по сути весь капот, его бы, если честно, вообще поменять. Ну, я не знаю, я задам вопрос клиенту. Ну, хотя бы пусть, может, на Авито посмотрит, может, бэушка какая-то есть. Машина достаточно распространенная, поэтому я думаю, надо заменить его. Так, что-то я чайку захотел. Пойду-ка я чаю себе налью. Да, кстати, я не показал, вот тут приваривал такой крюк, у нас уголок вложенный, а уголок приваренный к закладным в бетоне. Там в бетоне арматура идет. И вот такой вот лайфхак. А гидравлика упиралась в бетон, и нормально. Машина стоит на ручнике, плюс я под колеса подкладывал деревяшки, чтобы она не катилась, и этого достаточно. Ну, тут, сами видите, тут по сути-то нет никакой нагрузки такой силовой. Поэтому это здесь тоже, вот видите, арматура выходит. Я там, когда подъемник сверлил, упирался несколько раз в арматуру, пришлось вот так бурить. Так что пол заармированный. Это, в принципе, хорошо. Значит, подъемник стоит крепко. Вот такой вот. Ну, это опять же так, как так сказать, вот по ситуации, вот такая ситуация есть с телевизором, с легким повреждением. Ну, можно выйти так вот из положения. Вообще, конечно, стенд. Никак не получается у меня захваты найти. Бэушные, что-то новое покупать вообще не хочется. Ну, сейчас нашел одного парня, он самодельный делал. Он мне дал телефон человека, который нарезает металл, его только сварить. Но опять же, я ездил к нему в бокс, смотрел. Они гнутся. Все-таки как-никак у магазинного стапеля захваты, они из какого-то крепкого металла, хром-ванадия, я не знаю. Ну, такой же металл, что вот у зажимов. Есть задумка сделать основание у захвата с толстого металла, а захваты, которые держат машину, вот из таких вот зажимов. Они крепкие. Вот у меня их 2 штуки есть. И еще можно на Авито посмотреть. Пару купить. Может, попробовать из них сделать. Ну, стенд нужен однозначно, потому что каждый раз вот так вот что-то придумывать, голову ломать. Ну и не факт, что каждый раз будут вот такие удары. Все-таки охота машины поинтереснее брать, посерьезнее. Да, и надо не забыть, мне бы тоже хотелось машину поменять. Может, что-то раненое взять себе. Что-то от четырки я устал. Все, нормальная машина, но охота ехать домой и отдыхать.
после того, как поработаешь. Вот Ford мне чем он нравился. Хорошая посадка, хорошая шумка. Едешь и отдыхаешь. А на 4-ке надо управлять ей. Такая машина легкая, заносит. Так что надо будет нам какую-то машинку найти. Я так на вид поглядываю. Друзьям сказал, вдруг у кого что-то появится там такое недорогое, так и, так сказать, подбитое, я бы взял. Ладно, побрякаем сейчас железки. Надо заварить, надо доделать сегодня их, я думаю. На улице у нас кошмар, что творится. Вообще жесть просто. Сейчас я вам покажу. Это абзац какой-то. Смотрите, что творится. Идет мороз. Жесть, короче. Даже выходить туда не хватало. Что-то выглянул. Мурашки по коже побежали. Так, ладно. Погнал я брякать. Все получилось офигенно. Все, сейчас вот грунт взбалтываю. Сейчас баллончик покроем все грунтом. Ну вот и все. Все почистил от ржавчины. Сейчас хотя бы закрою. Не думаю, что клиент сейчас бросится красить. Ну хотя бы наша совесть чиста будет. Сейчас спрячем все под грунт. Вот такой вот ремонтик получился. Прикольно. Слушайте, и так понравилось, никуда не торопиться. Прям вот супер. Работаешь, все в удовольствие. Поработал, пошел, чаек попил, музыку слушаешь. Никуда не торопишься, вообще офигенно. Так, ладно, сейчас покрою грунтом. Подсушим его. Да будем походу собираться домой. Все, сегодня мы такую задачу поставили. Мы сегодня ее сделали. Я специально, когда еду сюда в бок, специально делаю себе такую заметку. И стараюсь больше не делать. Потому что, помните, я как-то в предыдущих видео говорил, вот это производственное вот это разгон. Торопишься все время. Сейчас стал вот так делать. Вот сегодня ехал и говорил, надо будет дернуть телевизор, отрубить стоечки, постучать, на место приварить, покрыть грунтом. Вот эта задача была на сегодня. Вот мы, по сути, ее сегодня сделали. Вот так почему-то я стал работать. Так, наверное, лучше будет. Потому что когда торопишься, ничего хорошего не получается. Ладно, сейчас обработаем грунтом.
Покрыл я грунтом все. Отовсюду, и изнутри побрызгал везде, где какие рыжики были, все покрыл. Наша совесть чиста. Вот, собственно, часть 2, ремонт Гранты убитой. Точнее, второго дня подошла к концу. Ладно, завтра буду заказывать. Не заказывать, а скорее всего звонить, что везли быстрее запчасти, надо собирать. Завтра будем что делать? Либо ее, если привезут запчасти, если не привезут, к нам просится Нива на установку регистратора. Возможно, ее дернем. Единственное, только там неудобно будет делать. Ну, ничего страшного, если что, загоним ее до конца, до упора, до стены. Двери будут открываться, нам места достаточно будет, так что, может, завтра позвоним, Ниву дернем. Так, а с этой пока, наверное, пауза. Не знаю, вечером наберу, спрошу. Может завтра подвезут. Праздники, наверное, уже закончились. Так что ладно, что, погнала домой. Поставленную задачу на сегодня мы сделали. Поехала до дому. Метель, прорываться в метель. У нас метет, дай Боже. Ладно, в общем, давайте залетайте на канал. Поддержите лайком, комментарием, если не сложно. Давайте, до завтра. Пока. Метет. Февраль, настоящий февраль.